Фантастика. Мы только начали. Посмотрите на вот это. Грязные, как свиньи. Все затоплено. Оба. Из нас выжили все соки. Стало еще только хуже. На ту сторону перебраться. Остался последний рывок. Всем привет, ребятки. Мы опять в который раз с данным молодым человеком находимся на старте. Сегодня мы едем камни 200. 10% всего асфальта, все остальное у нас будет гравий, пески, камни. Стартуем на Минском море. Впереди 200 километров, 1755 метров набора. Без лимита по времени. Что-то новенькое для нас. Все, едем. Стартуем. Сегодня по прогнозам прям вообще будет очень-очень жарко. Даже оранжевый уровень опасности. Поэтому решили сразу раздеться. Да, немножко холодно. Мурашки идут. Сейчас согреемся, немножко вкатим. Думаю, сегодня будет интересная дистанция. Часов за 12 мы эту дистанцию пролетим. Заряжены на позитив. Подписываемся, ставим лайки. Ну, а мы полетели катать данный интересный маршрут. Поймали себя на ощущении, что это очень необычно, потому что мы катаемся все время по асфальту. Ну да, немножко съезжаем на грунты, но вот такая дорога будет у нас большую часть времени, и это очень необычно, очень необычно. Кайфую уже со 2-го километра. Лес, запах вот этой свежести, пробирающий тебя до кости. По асфальту немножко другие ощущения. То есть ты едешь просто, монотонно, виды меняются, но вот такой красоты, как здесь, на асфальте вы не найдете. Это все есть в камнях 200, а есть еще дистанция камни 300. Но это прям для роботов. И как? Романтично было? Очень, да. Было быстро. Встретили ребят, тоже уже катаются. У меня такой впервые экспириенс. У Славика тоже. Отлично. Мне нравится. Красиво. Вот и хорошо. А это мы только начали. Проехали 5 километров. А уже впечатлений на целый день вперед, реально. Сонька, на которую мы сейчас снимаем, просто перестала включаться, она перестала вообще двигаться. То есть нажимаю на кнопку, вообще не включается, не работает, ничего. Ну, вроде ее оживили, вроде что-то снимаем, посмотрим. И, надеюсь, мы файлы начальные не потеряли и контент все-таки будет. Едем по такой красивой узенькой улочке, и сейчас мы сворачиваем на гревел. Опа! Скрипят тормоза. Вот это камни 200 уже начинаются. А то что-то мы расслабились как-то по асфальту ехать. Вот это, я понимаю, наша дорога, а не вот это вот ваша. Да, Славик, не бреветы катать по асфальту. Это гравий. Это гравий. Вообще хорошая дорога, мне нравится. Кайфовенько. Я поспал 1,5 часа. Я вот досыпаю. Вот это на стиле. У мужика такой вид, как будто он проехал все бреветы. 2500 по Беларуси, Транс-Беларусь. Камни 200, камни 300. И он понял эту жизнь. Ему этот мир абсолютно понятен. И он здесь ищет только одного: покоя, умиротворения и вот этой гармонии от слияния с бесконечным вечным. Слияние с бесконечным вечным. Повороты, завороты. Какие-то подъемы здесь постоянно. Хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Ладно, не будем пугать, а то народ еще спит. И нам куда-то прямо. О, хорошо. Эй! Ты там кричал? Там овцы были. Я говорю, не гавкай! Проехали 31 километр. Меня, походу, кто-то укусил. Ну, если что, у Славика Лезерман хорошо режет. Будем руку резать тогда.
Вот и помер дед Максим. Дорога как в Норвегии. Ну, у нас все время, каждый раз, как только мы со Славиком выезжаем, у нас дорога как в Норвегии. Только мы до Норвегии пока еще не доехали. Останавливаться в таком месте не будем, вы сфоткать дорогу, которая идет прям вдаль, потому что летают слепни, кусают. Лавочка, посидеть, отдохнуть нормально. Дорога такая каменистая. В чате именно вот этого маршрута писали про нее. Вот это был бы сейчас номер, если бы я сейчас упал. И сейчас пошел дождь. Пока небольшой. Вы спросите, почему я такой довольный? Потому что он освежающий. И у нас подъем. Только блогер будет в подъем снимать и одной рукой рулить. Но это классно и весело. Страдать это тоже кайф. Это такие кайфовые страдания. Обычно после подъема идет спуск. У нас там было пару таких классных спусков с такой дорогой каменной. Снимать там было, конечно, опасно. Я представляю, какие мы приедем домой. Полностью как свиньи, просто в щи. Дома нас будет ждать душик, чай, еда и теплая постелька. Пиво! Пиво, на меня глядит игриво. Пиво, 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 пиво. Пиво, 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 пиво. Пиво, 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 пиво. Не, ну это, конечно, потрясно. Мы со Славиком все время говорили, хотим в Норвегию, хотим в Швецию. Ага. Да, мне кажется, уже пофигу. Я думаю, он скоро должен закончиться. Ага. Вода, которая из-под заднего колеса брызгает все на пятую точку и на спину, все мокрое. Думали, будет жара 27, но жары нет, зато и дождь. У меня уже все трусы мокрые, и это нет дождя. А кто-то вообще без трусов гоняет. А вы думаете, почему мы такие довольные? Потому что мы ездим без сидения. В самые тучи едем, в самый дождь. Проверка на прочность наших карбоновых вельчиков. Своим велосипедом очень доволен. Китайцы молодцы. Хотя, что говорить, да? Очень много именитых брендов свои карбоновые рамы, да и вообще не только карбоновые, делают в Китае. Просто закупают и перекрашивают. Как вам ощущения? Хорошо, свежо. Хорошо идем, да? Вам там смс-ки приходят. А, это Донаты шлют, да? телеги. Все понятно. Нашли остановочку. Переждем дождик. Потом мы так промокнем, а всего только 50 километров. Один разбушевался конкретно. Мы здесь уже сидим, наверное, минут 10. Вот так вот. Вот так вот. Вот так Вот вот. так вот. Вот так Вот вот. так медленно опускаешь. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Молния, гром. И это немножко опасно. Мало ли. Мало ли. Ёбни по голове и все. И потом не будет контента. Ну, как говорится, если вы это видео видите на ютубе, значит мы живы. Ну да. Выпало окошко, тучка ушла назад, и у нас гравий начинается. Мы сейчас будем просто в слюне грязные. Класс! Это смак. Нам придется потом отмываться очень долго. Ну а что поделать? Главное проехать. Пока дождь не капнул, надо ехать. Остановки простояли ровненько час. Хорошо, что спрятались, там такой ливень шел. Это было бы интересно. Маршрут вроде есть, а вроде его нету. Все ноги мокрые. Хотели веселье, получили веселье. Дорогу немножко тут поразмывало в некоторых местах, но это все равно поинтереснее, чем асфальт. Лес, тишина. Ты просто вот уединяешься с природой и с собой.
Хочу показать, куда нам надо ехать. Вон на ту сторону перебраться. В принципе, можно проехать, но это достаточно опасно было бы. Поэтому мы решили, что мы снимем кроссы и пройдем босиком. Началась дорога тут. Выглядит все это примерно вот так. А идти нам надо вот туда. Перешли брод. Погода распогодилась. Стало солнечно. Стало теплее. (11:25). Проехали ровно 60 километров. Время в пути 3 часа 20 минут. А говорят, в Беларуси нечего смотреть. Вы посмотрите, какие красоты у нас в стране. Просто надо съехать с асфальтированной дороги немножко вглубь. Либо взять велосипед и поехать. Оказывается, через 5,3 километра будет какая-то точка. Не знаю, может заправка, может магазинчик. Доехали до деревушки Илья. Костел Святого Сердца Иисуса, 1909 год. Собака, которая нас в деревне когда-то пугала. Сейчас она спокойно. Купили булочки, колу, воду. Я купил себе 2 кексика, сникерс и тоже колу. Немножко запитаемся, поедим и двинем дальше. 82 километра мы проехали. Смешно даже как-то, да? Нас второй раз уже накрыло. Хорошо, что остановка была рядом. Остановка называется Дворец. Только обсудили, что дождь нас накроет или нет. Мы прям резко в нее вскочили. Это был бы трэш, если мы бы не попали в нее. Прошло 5 минут. Стало еще только хуже. Наш дворец уже не выдерживает. Я уже даже на остановке весь мокрый. Я не знаю, как мы дальше тут поедем. На лодке поедем. Не поплывем, поедем на лодке. Славик, вызывай вертолет. Вот он, наш дворец. Дворец, который нас спас вообще. Если бы не дворец, это было бы... беда. Это было бы фиаско. Фиаско было бы. Все хорошо? Мы не устали. Да нитки просто. Вы посмотрите на вот это. Вы просто на вот это посмотрите. Это дичь вообще просто трешняк. А прикинь, дальше еще хуже. Мы приехали. Полное дерьмо. Какие-то домики тут. Мы так рады асфальту. Последние там 15-20 километров, что-то нас прям вообще конкретно поубивал. Там лес, непроходимая чаща, даже нервы были на пределе. Но мы знали, на что подписываемся. Физически ехать можно, но как бы вот морально, внутренне, как бы я немножко подустал. Ты уже ноешь, уже такое, все хочется кинуть, продать велик, все, забыть, все. Ох. Погодка вообще сегодня прям, ну вы видите, то жарко, то льет дождь. Славик немножко вырвался вперед. У меня немножко какая-то такая яма получилась, эмоциональная такая, и ехать вообще не мог. Но справился, вроде немножко отпустило. Это вроде бы кажется изи, но с такой погодой дождь, ветер, жарко. Короче, все подряд. 126 километров, в пути 7 часов 19 минут. Здесь кто-нибудь есть? Ладно, что-то логово. Да, Славик? О, да. А увидели? Обалдеть.
Вот так встреча. И опять дождь уже который раз, я не знаю. Третий или четвертый? От одного мы очень долго убегали по полю, по лесам. Да, он еще косой в нашу сторону. Классно. Короче, в лесу лужи, грязь. Мы по грязи все время едем. Вот сейчас дождик, пожалуйста. Гремит, как всегда. Заехали на заправку, нету сил, уже были мысли исходить, и со всего, и все это кинуть, и нафиг мы это делаем. Уже и шея затекает, и все, короче, ноется. Ну, организм борется. Остался последний рывок, осталось буквально 60 километров. Тебе не смешно, блядь? Мы последние 30 ехали или 40. Просто, блядь, месили грязь. Умирали. Перекусили хот-догом, зарядились. Да, динамит бахнул. Всё, газы пошли уже. Ох, пожелайте нам удачи доехать живыми. Мы сегодня собрали просто весь букет всего возможного. Из нас выжили все соки. Нам еще и ветер в лицо максимальный. Я еще так никогда не страдал. И мой организм так еще никогда не мучился. Держимся. Пытаемся доехать. Осталось буквально 55 километров. Это будет просто вечность. Восхождение. Это царь горы. Вспоминай, помнишь передачу? Боже, особенно это хочется делать на 150 километрах. Царь горы! Давай, Макс. Я в тебя верю. Помогать не буду. Ты мальчик уже взрослый, сильный. Ехали вот оттуда. Здесь все затоплено. Нам ехать вон на ту дорогу. Поэтому мы забрались на железнодорожные пути. И будем это переходить сейчас. Смотри, не пукни, мистер. Так, чисто. Никого, ничего нет. И вот сюда мы приехали. Ну вон мы туда сейчас пройдем и там спустимся. И там пройдем. Нам все равно туда нормально. Все четко. Или я думаю прыгать с моста. Путешественники. Это поезд? А, ты ж на электричке. Очень скользко, чувак. Иди боком. 160 километр. Осталось ровно 40. Доехали до заброшенной усадьбы. Я в этой усадьбе был год назад. Костел Вознесения Девы Марии. Но это руины. Вовнутрь уже заходить не будем, у нас нету времени. Простите, не сдержался. Встали под навес, чтобы немножко вытереться, согреться, потому что вся футболка, вся одежда грязная. Тяжелая дистанция, которая у меня только была. Но не только у меня, у него тоже. Они вроде бы легкие, да? Ну, типа, но если надо попасть в хорошую погоду. То есть, когда хорошая погода, в принципе, они проезжабельны. Но вот в такую дождину... Проезжабельными не стали сегодня. Все. Поехали. Брод Питт. Асфальт просто появляется на 2 минуты и пропадает. И сразу гравейка. Па-бамс. Нас заберут. Наточили. Чел, которого Славик знает только один день. Вчера познакомился. Классный чувак. Я предложил свою помощь. Саня, спасибо большое тебе, что заберешь этих 2 каторжников. Мир не без добрых людей. Приедем домой. Просто велики уже бросим. Я пойду лично в ванную. Славик, я думаю, тоже кушать. Чаечек травяной пить. Кому-то завтра в 6 утра на работу вставать, но это не повод. Мы такое сегодня сделали. Не говорит, развернуть. 19 километров до Минска. Уже спешились. Мы там проезжали, и Минск мы уже видели. И нам это немножко придало сил. Я иду, и у меня просто ноги уходят в некоторых местах по щиколотку.
Упала цепь вовремя у Славика. Чтобы вы понимали всю плачевность ситуации, в которую мы сейчас попали. У Славика нет фонаря, так как мы думали, что мы как бы нормально заедем. Немножко другие планы были. А тут лес. И если бы мы ехали по одному, кто бы что ни говорил, но мне бы было бы стрёмно. Последний рывок. Можете нас поздравить. Мы это сделали. Подъезжаем к точке финиша. Хочу подвести итог. Если хотите проехать такую дистанцию, то готовьтесь. Здесь главное условие является погода. У нас по прогнозам было 27 градусов жары. Получилось совсем по-другому. Получили бесценный опыт. В одиночку это можно проехать, именно вот в таких условиях, как мы проехали. Но, конечно, я рекомендую ехать это все-таки с кем-то. Потому что, когда ты едешь с кем-то, это, конечно, во-первых, веселее, во-вторых, быстрее проходится. Все какие-то вот эти мучения, которые у тебя в голове возникают, преодолеваешь намного-намного легче. Боролся с собой, боролся, чтобы не сойти, хотя сойти было вообще невозможно. Ну, куда ты сойдешь? Закончили маршрут, проехали 203. Это было жестко и незабываемо. На часах сейчас 23:45. Приехали в точку, откуда и стартовали. Уставшие в хлам, убитые в хлам. Слава богу, нас чувак встретил. Сейчас на тачке мы домой, в ванну, кушать и отдыхать. Все. Я сейчас сам без машины. Ты фляги не забудь. Без машины. Машину отдал, блин, потому что там родственникам надо было, там еще деревню стояли. Все. Ты до вокзала пили? Всем спасибо и всем пока.